Ваша карьера развивается так, что с детства вы были известны как артистичный фигурист, и уже позже начали учить сложные элементы. Да, я с детства очень любил тайский такахаши, и он был моим кумиром, пока я катался тогда. Все-таки как спортсмен он был великолепный артист, он сильно выделялся этим. И как бы то ни было, в глубине души я все-таки хочу, чтобы фигурное катание было именно таким. Конечно, прыгать сложные прыжки – это здорово. Нет, я правда считаю, что и артистизм важен, и прыжки, оба аспекта. Но при этом лично я, так или иначе выступающий сейчас в качестве первого номера сборной Японии, не могу пренебрегать ни одной из двух составляющих. И буду выступать так и впредь, пока не поменяются правила. И когда этот момент настанет, я надеюсь, что что-нибудь в них изменится к лучшему. Я много думал об этом с самого окончания финала Гран-при. В день официальной тренировки произвольной программы мы все же продолжали отрабатывать само катание. По крайней мере, ходили такие слухи. Было, да. Знаете, Стефан считает, что это очень важная часть проката. И я тоже на самом деле хочу, чтобы это было важно. Однако в любом случае, так как я соревнуюсь, количество баллов за прокат я буду возводить в приоритет. В том прокате я ошибся на сальхове и флипе. И правда, я не могу сказать, что это был действительно потрясающий прокат. Все-таки, когда ошибаешься на прыжках, никто тебе не скажет, что твой прокат был потрясающим. Вот такое сейчас положение дел. И поэтому у нас, у спортсменов, тоже такое же мнение, такие же чувства. Какие у вас мысли по поводу чемпионата мира? Конечно, все-таки я буду тренировать самый сложный для себя прыжковый набор, чтобы повысить стоимость программы, чтобы добиться больших результатов. Возможно, мне хватит и этого. Просто я не хочу пренебрегать ничем, ни в короткой, ни в произвольной программе. Однако пока я выступаю на соревнованиях, буду больше упор делать на то, что приносит больше баллов. Артистизм, вот когда я стану профессионалом, тогда я хочу уже на 100% целенаправленно работать над тем, чтобы раскрыть именно свое катание. Такие у меня сейчас мысли. Если говорить о самом чемпионате мира, то с самого начала сезона я становлюсь все больше уверен в себе. Думаю, что сейчас я в очень хорошей форме, так что я собираюсь улучшать то, что у меня уже есть, и вместе с тем бросать вызов и новым вещам. На этом у меня все. Ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете о катании Шома Уно. Всем пока!